Всем привет, друзья! Давно меня не было. Я тут прикупил линзу, чтобы вот этот вот свет был мягче и картинка была приятнее. Надеюсь, вам нравится. С наступающим 26-м вас. Нас на канале уже почти 3000, это офигенно. Надеюсь, добьем в этом году хотя бы до 5000, может быть даже до 10. Поэтому надеюсь на ваши подписки и лайки, чтобы продвигать этот канал. А сегодня я поделюсь с вами 7 советами, как писать и сводить музыку. Вы на канале Музыкальный помощник. И мы начинаем. Совет номер 1. Всегда пользуйтесь референсами. Я сижу в нескольких чатах, и где бы я ни спросил, кто-то за референсы, кто-то против референсов. Но и те правы по-своему, потому что использование референсов затрагивает и творческую, и техническую части. Давайте разберемся подробнее. С творческой точки зрения, в самом начале вашего творческого пути вам будет сложно понимать, как вообще строится аранжировка, и поэтому вам на помощь приходят обязательно референсы. Используйте их и не стесняйтесь, иначе вы не сможете узнать, как правильно писать музыку. Выберите жанр, выберите трек, который вам очень нравится, и пишите точно так же, как пишут профессионалы. Добивайте свой уровень до их уровня. И вот когда вы уже научитесь делать аранжировки, в принципе, референсы можно уже немножко отложить, потому что здесь начинается ваше «я», и вы, я думаю, что вы должны показывать свое собственное «я» и свой почерк в своей музыке, если вы, конечно, не ghost-продюсер. Вот. А с технической точки зрения референсы нужны всегда. Я, например, постоянно использую, потому что бывает слух замылится, бывает я просто не готов к сведению, и в эти моменты, когда я слушаю референсы, я всегда слышу, какие части в моем треке звучат не так, как хотят, например, крупные лейблы, или не так, как сводят крупные какие-то звукорежиссеры. И я могу, в принципе, подвести звук под звучание вот этого вот референса, и вы тоже можете, так что не стесняйтесь никогда использовать референсы с технической точки зрения, а с творческой в начале своего пути, пожалуйста, сколько хотите. Совет номер 2. Используйте фильтр на мастере. Повесьте эквалайзер, low-pass, band-pass средних частот и high-pass фильтры, и используйте и сводите треки в разных частотах. Вы поставили референс, вы слушаете референс внизу, как звучат у них низкие частоты, и сравниваете со своими. То же самое со средними и высокими частотами. Это несложно, но это очень важно. Почему? Потому что ваше внимание концентрируется именно на этом куске, а так как наш слух нелинейно воспринимает звук, это становится еще более важным, потому что низкие частоты на одной и той же громкости звучат по ощущениям не так громко, как средние или высокие частоты на той же громкости. То есть вы не крутили громкость на своих колонках, но при этом низкие звучат тише. И это нормально. Это объясняется кривой Флетчера-Мэнсона. Если не знаете, поставьте на паузу и изучите этот график. Совет номер 3. Сводите в моно. Этот совет можно использовать и с предыдущим, комбинировать, и будет все круто. Почему нужно сводить в моно? Во-первых, большинство фестивалей, крупных особенно, они ставят свои треки в моно. Это факт. И почему это происходит? Потому что у них на фестивале 200-300 колонок разных, и это невозможно просто правильно настроить для стерео. Поэтому организаторы точнее звукорежиссеры просто делают в моно, и все. И всех это устраивает. Почему это хорошо? Во-первых, нету противофазы, звук не превращается в кашу, а во-вторых, все равно посередине звучит бочка, посередине звучит бас, вокал не только посередине звучит, конечно, но основная его часть сконцентрирована именно в центре. То есть полная картинка видна даже в моно. И в первую очередь ваш трек должен звучать хорошо в моно, а дальше уже вы убираете плагин. Например, я часто использую Voxenga MSED. И дальше вы держите в голове, что вы сделали в моно, и потом просто не трогайте это, но меняете то, что уже слышите в стерео. Совет номер 4. Не работайте слишком громко. Да, я понимаю, что на высокой громкости, особенно по тому графику Флетчера-Мэнсона, на высокой громкости частоты начинают звучать, точнее восприниматься нашими ушами более линейно, но на высокой громкости можно повредить слух, а он у нас один, и его надо беречь. Поэтому даже если вы чего-то не слышите, ничего страшного. На высокой громкости вы всегда успеете поработать, главное не работать слишком долго на ней. А на низкой и средних громкостях вполне реально сделать хороший микс, свести по референсу особенно и получить хороший звук. А на низкой громкости можно строить аранжировку и не париться насчет сведения. Так вы сохраните свой слух. Совет номер 5. Работайте быстро. Слух на самом деле такая интересная вещь, она очень быстро привыкает. Например, вы можете заметить, когда вы едете в автобусе или в машине, несмотря на то, что громко гудит двигатель, вы через какое-то время перестаете на это обращать внимание. Вот и со звуком точно так же. Чем дольше вы слушаете одно и то же, тем быстрее вы привыкаете, и то, что казалось раньше минусом, уже не кажется не потому, что он перестал быть минусом, а потому что мы просто перестали на это обращать внимание. Поэтому скорость очень важна как в аранжировке, так и в сведении. Ну и также работа на высокой
громкости, требует высокой скорости, чтобы наш слух, опять же, не повредить. Следующий, 6-й совет. Не останавливайтесь на достигнутом. То есть вы изучили какие-то плагины, вы изучили какие-то техники сведения или аранжировки. Не останавливайтесь на этом. Мир не стоит на месте, и ваши навыки, ваши привычки не должны также стоять на месте. Иначе вы уйдете назад, там останетесь и, скорее всего, будете никому не нужны, разве что тем, кто требует консерватизма, а мир, он не стоит на месте, он постоянно развивается. Как технологии, как телефоны и компьютеры развиваются, так же и музыка развивается. Хоть можно и сказать, что, в принципе, новые жанры — это просто переосмысление предыдущих, но, опять же, это действительно новые жанры. Создается новый жанр, он сопровождается и определяется каким-то определенным, например, звучанием бочки, каким-то определенным синтезатором. То есть речь не только о сведении, речь о саунд-дизайне и построении аранжировки, поэтому важно понимать и знать, что сейчас на данный момент происходит в мире. Например, в этом 25 году очень популярным стало направление Drum and Bass, техно, UK Garage, и даже дабстеп в какой-то мере стал более популярен. И у каждого жанра свои особенности и свои техники и подходы к сведению и аранжировке. Поэтому, если хотите быть в тренде, будьте открыты к новому и всегда изучайте что-то новое. И последний, 7-й совет. Выжимайте максимум из того, что есть. Да, даже если у вас нету каких-то дорогих мониторов, если нету дорогих наушников или вообще студии, которую, на самом деле, мало кто может себе позволить, даже у меня нет студии, но это не мешает мне заниматься музыкой. Я купил себе наушники, у меня есть компьютер, у меня есть звуковая карта, и этого мне пока достаточно, чтобы заниматься музыкой, сводить и выпускаться. А даже если у вас нету того, что у меня, а денег я немного на самом деле потратил. Музыка действительно требует трат. Работайте на том, что есть. Как минимум на простом оборудовании вы можете изучать техники построения аранжировки. Некоторые определенные моменты связаны со сведением. Основы не меняются, и поэтому сколько бы вы ни смотрели туториалов, сколько бы практики у вас не было, основу составляет все равно эквализация, компрессия и пространство. На самом деле строить аранжировки и даже сводить можно на дешевых наушниках и на телефоне. Было бы желание. А новый компьютер, наушники или студия не научит вас писать и сводить треки. Вы можете изучать это все вместе со мной, если подпишетесь на канал, поставите лайк, чтобы его продвигать, и, может быть, где-то напишите комментарий, я обязательно на него постараюсь ответить. Что ж, надеюсь, мои советы были очень полезны для вас. Подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, кому что понравилось или не понравилось, обязательно обсудим. С вами был музыкальный помощник. До скорого.